Не существует искусственного интеллекта. Что-то с ним не то, пора его палату номер 6 списывать уже. И это нормально отказываться от клиентов, не хвататься на все. С возражениями вообще не болит, просто туда энергию не трачу. Так, квантовый скачок из мира офлайн в мир онлайн. Время идет, ничего не меняется, потому что в основном хайпы. Это же невозможно, рынок переполнен. Работы на самом деле в онлайне на сегодня, просто очень много. Модель и способ мышления, это станет наивысшей из ценностей уже в ближайшее время. Это жестко. Где есть деньги, для бизнеса? Вы ничего не будете делать. Вы только на диване даже не будете сидеть, а лежать пиво пить. А деньги будете собирать. Привет, друзья! И у нас сегодня новый гость на нашем интервью. Это Валерий Макиенко. У Валерия очень интересный предпринимательский путь. Он бывший военный, работал в органах власти, потом начал заниматься предпринимательством, диджитал-маркетингом. И на самом деле у Валерия настолько интересная история, что я решил пригласить его на канал, чтобы он поделился со всеми вами своей дорогой и вдохновил вас на то, что в принципе в мире все возможно. Валерий, спасибо, что согласились к нам прийти сегодня. Да, и вам большое спасибо, очень приятно. Валер, и первый такой вопрос. Когда ты впервые понял, что предпринимательство это твое, что это в тебе? Было такое какое-то первое бизнес микро? Микробизнес был, это я себя пробовал, еще это конец 90-х, начало 2000-х годов, это гаражное такое производство корпусной мебели, модно было тогда, пошло, потому что фабрики и государства не могли обеспечить спрос покупателя именно на индивидуальные такие заказы. Пришлось изобретать, все, покупал программы разные, компьютерные там делал, все. Но очень быстро этот бизнес превратился в такой Красный океан. Очень быстро, да. И тем более те, которых я набирал людей, обучал их, потому что сам где-то научился, а потом они уходили. И так без конца было. Кто-то чуть научится все. Был опыт у меня, я занимался кафе. Тогда только пицца пришла к нам, да, блюдо Италии, говорят, да. И, в принципе, все хорошо пошло. Прекрасно, потому что был один из первых. Пиццерия заработала прекрасно. Тогда оборудование взял и прямо из Италии была поставка. Полностью весь процесс обеспечивала. Но случилось несчастье. Загорелось соседнее здание, огонь перекинулся. Это было ночью. Ничего не спасли, все сгорело. В хлам. Снова такой фиаско. Да. Пробы были еще в другом, но потом попадались люди на пути, приглашали меня. Я был и исполнительным директором на заводе по выпуску гранулы для полиэтилена. Потом события 2014 года настали. Я сам из Донецка переехал потом в Днепропетровск, в Днепр уже. И здесь повстречал людей, которые были инвесторами в том производстве, где я работал. Меня порекомендовали потом одному такому хорошему бизнесмену. Он это руководитель группы строительных компаний. Я работал у него коммерческим директором. Вот такой, в принципе, опыт у меня жизненный, все остальное. Потом смотрю, что это все время идет, ничего не меняется, без конца эти моменты. Не совсем нравилось мне это. Решил пойти в интернет. Долгий путь был, занимался всем, чем только можно. Оно ж, когда не знаешь, заблудился, как говорят. Потому что в основном хайпы такое, то есть как сам интернет-бизнес работает, разобрался очень поздно. Пробовал себя в веб-дизайне, сайты под ключ создавал, свой интернет-магазин создал даже. Товарка не мое. И потом попадается, естественно, школа Игоря Риска. Это было предсказуемо, что, как я попал, это по рекламе. Это был первое мероприятие «3 секрета голой рекламы». Я на него сходил еще раз, и еще раз пришло понимание, что есть системность, оказывается, какая-то. И когда я созрел, я начал рассматривать, какие курсы есть в этой школе. На меня вышла менеджер Марина тогда на то время, предложила сориентироваться, разобраться. Первые мои курсы были это манимейкинг, и этот курс по партнерским программам очень мне зашел, и до сих пор я им пользуюсь. Потому что
фактически он актуален будет, наверное, всегда, потому что партнерство это никто не отменял. И, естественно, магия Google. Вот. Потом на сегодня уже появились более курсы продвинутые, современные. Это такой полный комплект, который всем рекомендую, которые вот сейчас в настоящее время проходят. Я проходил и сейчас обучаюсь. Это магия Google 5.0, Google Maps Ads iFormula. Это который мне вообще зашел, я отдельно расскажу по нему, потому что я сделал прорыв в этом направлении. Ох, Google Search iFormula, да, это уже применение AI в контекстной рекламе. Очень интересно. Прям, ну, а вот небо и земля. Про Google карты расскажи, пожалуйста. Это то, что прямо локальный бизнес тревожит. Локальный бизнес. Значит, меня эта тема привлекала давно, попадались ролики в Ютубе, потому что там, ну, то есть способы заработка. И там и 3D-туры, очень интересно стало. Затем, как бы, ну, остальное все, на карты захожу, ну, есть у людей аккаунт. И вот как у людей аккаунт есть, допустим, в Инстаграме, там, в Фейсбуке он есть и есть. Ну, кто-то развивает, кто-то не развивает. То же самое и в бизнесах. Прихожу я, значит, на этот курс, Игорь с такой, как говорится, уверенностью заявил, что подобных материалов вы не найдете в интернете, даже на англоязычной аудитории, да. Оно так и было. Действительно, все вот эти тонкости помогли мне быстро разобраться, и я тогда еще в процессе обучения уже пошел, скажем, к своим потенциальным клиентам и уже вживую. Прямо вот так вот тупо, холодный контакт. То есть мы выходим, да, вот кто в жилмассивах каких-то живет, Прям вышли на улице подходили? прямо на улице. Мы же как вот выходим, обычно что в первых этажах домов все бизнесы, да, там салоны красоты какие-то, там стомат-кабинеты, все. Очень легко работать. Захожу в стоматологический кабинет, попадаю как раз на собственника бизнеса, у него, оказывается, кабинеты в Киеве, в Днепре, этот самый. Я говорю, так и так вот, у меня к вам есть предложение, у вас на Google картах вообще нет. Если некоторые есть, у вас вообще нет. Не хотели бы вы ну, немножко риторику свою сменить? Я вас нашел в группе, а я, кстати, к ему целенаправленно пришел, потому что я его в группе какой-то нашел в Телеграме, группа на 15 тысяч человек, он рекламировался утром и вечером, 2 раза в день. В неделю платил за это 2000 гривен, в месяц, ну, $200. Вот, я говорю, а вы не хотели бы с таким бюджетом просто клиентов себе так прибавить, чтобы вы ну, не смогли работать, ну, отбивались от них? Ну, такого не бывает. У меня есть человек, который занимается там... А чем он занимается? Ну, там, ТикТок, Инстаграм, Телеграм такое. Я говорю, ну, как бы да, в Телеграме я вас и нашел, но смотрю, у вас там лайков 1-2. А не подскажете, где-то тут дальше по улице еще вроде бы стоматология есть. И пока пойду пообщаюсь с вашими конкурентами, а вы пока подумайте. Да. И вы знаете, кто вот это вот все немножечко понимает, да, он или не отпускает, или делает вид, что нет времени у него, к примеру, этот. Он мне назначил, а я сейчас действительно жду чейка, у меня серьезная операция, давайте вечером с вами встретимся. Я говорю, давайте пока пойду пообщаюсь, а вы, вот мой номер телефона оставляю, обычные визитки распечатал, черно-белый, с QR-кодом все. Кстати, на сегодня у меня до сих пор нет сайта, создал я аккаунт свой на Google картах без привязки к физическому адресу. Это уже дальше будет маркетинговое агентство. То есть я к этому уже Это вот я дошел через... на паузу небольшую. Вот нашим подписчикам, у меня очень часто в комментариях подписчики YouTube канала спрашивают, как искать клиентов? Вот я начинающий, это же невозможно, рынок переполнен, на биржах фриланса сотни ответов. И я всегда говорю, да, друзья, рынок переполнен туда, куда идут все. Вот, вышли на улицы и зашли просто в соседний магазин, стоматологию, нотариат, и разговариваете с людьми, и вы за день себе найдете больше клиентов, чем за месяц толкотни на биржах фриланса. Действительно, почему именно это направление? Поэтому, ну, оно, во-первых, самое легкое, надежное, да, такое быстрое, можно продвигаться даже без сайта. Ну, по данным Гугла, 72% бизнесов теряют своих клиентов, не рекламируясь на Google картах. И исследование даже Bright Local показало, что 65%
бизнесов не имеют своих аккаунтов, даже нормально настроенных на Google картах. Очень меня заинтересовала тема, то есть вот, пожалуйста, поле не паханое. Да, кстати, еще такой лайфхак. Сначала это было, казалось бы, сложно, а потом это оказалось довольно-таки просто. Насколько я такую себе табличку расчертил. Можно ее физически сделать, можно в компьютере, да, там в Excel, как хотите, кому интересно. Назвал ее «Моя тысяча нет». И когда я пошел по клиентам, прямо вот так открыл, в типографию, заказал 1000 штук этих визиток и пошел по клиентам. Пришел, записал, такая-то ниша, в такой-то день отказали. Я заштриховал этот квадратик, ячейку. И так вот это дал, поставил перед собой задачу, эту 1000 свою нет, заполнить полностью. Сразу быстро очень шло, молниеносно, можно сказать. Потом к середине это все замедлилось, и к концу я даже искал повод специально, чтобы не отказали, и не мог заполнить никак. Да. Еще есть одна табличка у меня, но она очень маленькая, на 5 ячеек таких, где это уже мои отказы клиентам. И это уже как работа агентства, не на Google картах. Да, очень интересно. Я на сегодня уже заполняю вторую такую таблицу, осталось еще 3 клиента. То есть на сегодня 7 клиентам я отказал. Ну, умышленно. То есть они или нудные, или, ну, вот есть такие, да, токсичные. И вот это вот еще одна вещь тоже, которую я подписчикам предлагаю очень сильно прислушаться. Один токсичный клиент заберет из вас энергии столько, сколько вы могли бы отдать 10 нормальным клиентам. И это нормально отказываться от клиентов, не хвататься на все. Это человеческие взаимоотношения. С возражениями вообще не борюсь. Вот вообще, ну просто туда энергию не трачу. Абсолютно. Да, нет, у меня моя 1000 нет есть, да, помню. Пошел, отметил. Кстати, оттуда люди возвращались потом. Пришлось вспоминать их, искать, потому что квадратики мелкие, а потом побольше сделал себе. Увеличил это, разбил. Ну, такой для анализа своего, такой своеобразный анализ. Можно, как говорится, в современном мире и получше сделать. Ну, у меня такое. Вот. И как бы вообще ничего не доказываю. Особенно это если клиенты, которые говорят, расскажи, чем ты лучше, или что ты можешь для нас лучше, чем ну, кто-то еще сделать. Ну, например, настроить ту же рекламу. Я говорю, как бы я не настраиваю вообще рекламу, потому что от слова совсем. Ну как, мне за вас сказали, вы рекламщик. Да, я рекламщик. Я могу вам, конечно, настроить рекламу по очень секретному методу такому, который не применяет еще никто. Помимо этого, я могу вам создать AI-систему маркетинг. Это такая, скажем как, стратегическая, да, система. Могу вам провести анализ рынка, AI-анализ, практическая система. Могу вам создать ваших нейромоделей клиентов, практическая тоже система. И также практическая – это создать вам контент-завод. Это будет стоить просто для вас дороже, но эффективно. Как хотите. И когда человек заинтересован, конечно же, от тебя не отстает, он говорит, а объясните, пожалуйста, попроще. Ну, простыми словами, в 2 словах. Я просто занимаюсь системным маркетингом. Давайте начнем поэтапно, если вам интересно. И когда человек какой-нибудь из этапов, ну, лучше всего это работают анализы. Любой анализ. Значит, кстати, когда уже я начал создавать агентство, мне задавали вопрос, а где ты возьмешь себе сотрудников? Я говорю, смотрите, как просто. Позвонил я девочке одной, она руководитель агентства, у них узкое направление, это создание сайтов под ключ, и она же обучает уже порядка, ну, больше 10 лет, где-то 12, может. Думаю, ну, у человека большой опыт. По телефону, прям холодный звонок. Увидел вас на сайте, увидел вас продажник, давайте посотрудничаем. В плане вот у вас я немножечко так со стороны глянул, с вашим продажником немножко ничего, давайте подредактируем, я вам помогу. А чем вы мне можете помочь? Я там маркетолог 12 лет, я там еще кто-то, у меня целое агентство. Прекрасно, вы мне интересны. А вы хотите у нас поучиться? Я говорю, возможно, но сначала давайте сойдемся на чем-то. Значит, она, говорю, а что вам надо? Я говорю, дайте мне кого-нибудь, вы создаете сайты, а перед тем, как отдать клиентам, давайте хоть один сайт с вами протестируем.
И у Игоря есть прекрасный такой инструмент, да, AI протокол анализа сайтов, да. Я сажусь, быстренько его пропускаю, задал им несколько вопросов. Я говорю, давайте создам файлик в документах и Google документах, и там вы ответите на вопросы, я вам выдам полностью весь вердикт. Специально протянул день, а может даже 2, на связь не выходил, а потом все это сделал за 15 минут. Да, то есть 15 минут ушло больше, вопросы из них вытаскивать. Все. А остальное все вот так вот. Читают они это все. Да. Я, наверное, с первого раза вас или не услышала, или недооценила. Что будем делать? Ничего, если у вас есть еще клиенты, возможно, вы же отдаете работы, и у вас задают вопросы, может быть, по продвижению или чего-то. Я готов с вами посотрудничать. Проходит день, как бы прошел все молча, проходит день, мне звонок от этой девочки, да, говорит, вот так и так, я вам сейчас дам ссылку на нашу группу в Телеграме, комьюнити нашего агентства. Вы можете туда свою рекламу запустить или как хотите, чем вы занимаетесь, чем вы можете быть полезным. Все. Вот, покажу на примере, вот это самое мое агентство. Вот целое агентство моих, как их там назвать, партнеров, можно сказать, которые сайт создадут, если нужно. Сам я это делать не буду, кто-то кого-то искать или содержать такого человека. Зачем? Вот целое агентство. И такого вот сотрудничество очень. Кстати, тот же курс Moneymaking, да, о котором я начал говорить, очень мне помог в этом, прекрасно работает. Я еще раз там материалы поднял, посмотрел, вообще бомба. Ну, вот так вот. И вообще все, даже вот мой советов, хотя не даю, я говорю, как бы я сделал, ну, рекомендации такие, всем предпринимателям прийти в школу Игоря обязательно. Просто в обязательном порядке, иначе вы упускаете возможности, особенно сегодня. Я же говорю, легко работать вообще. Я вообще не парюсь за клиентов. Вот я сказал, как я их ищу. Все, отказал следующий, отказал следующий. Их Спасибо много. Они большое, везде. Валера. Они просто везде. Все Еще. вот, куда вы... Вот как этот герой Ильфа и Петрова, да? Этот Остап Бендер сказал. Да. Деньги, говорит, лежат под ногами. Только нужно нагнуться и поднять их. Все. 100%. А я вот еще поделюсь наблюдениями по поводу вот таких партнерств. Насколько в Америке культура партнерств более развита. Я когда начал работать на американском рынке, меня пригласили, вот, ну, все знают формат спид-дейтинг, быстрые встречи, когда мужчина, женщина каждую минуту меняется, и Да. А у них называется JV дейтинг, Joint Ventures Dating, дейтинг совместных предприятий. Идея в чем? Куча предпринимателей, 100 человек из одной ниши. Например, из ниши вот диджитала. Там и владельцы студий, владельцы агентств, и дизайнеры, и бренд. Кто чем не занимается, кто-то имейлом. И это вебинар в Zoom, где ты каждую минуту с новым человеком. То есть вот 100 минут он длится, у тебя минута, ты знакомишься, хай, я там из Миннесоты, у меня агентство огромное, и ты себе делаешь пометки. Так вот, я несколько раз принимал в больших таких этих JV-дейтингах огромное количество просто. То есть там они поставили на поток, они поняли, что не нужно выстраивать для среднего, малого бизнеса мега какие-то рекламные, вот для сервисных бизнесов. Достаточно свести людей друг с другом. И вот я очень хочу такую же культуру в Украине внедрить, именно культуру обмена, когда предприниматели просто знакомятся, а давай ты мне, я тебе. Это невероятно, это усиливает сразу всех, и самое главное, это усиливает рынок сам по себе. Поэтому вот такое лирическое отступление, это мое большое видение, чтобы мы могли, как в Америке, не обзывать друг друга, тот плохо делает, а вот так вот вместе сотрудничать. Валер, а расскажи, пожалуйста, вот ты затронул очень важный вопрос сотрудников. Как, на твой взгляд, вот сейчас, когда у нас есть искусственный интеллект, когда у нас есть все инструменты, вот чтобы построить классный, комфортный бизнес вот для тебя в сфере диджитал, как ты думаешь, надо все-таки кого-то нанимать или один человек в поле воин? Здесь 50 на 50, это мое мнение, потому что как бы и один в поле воин, и один в поле не воин, потому что как бы человеческий фактор все равно присутствует, и хорошие сотрудники всегда на таком
как сказать, на хорошем счету найти невозможно. В любой сфере, хоть строителя на строительство, хоть менеджера в какую-нибудь команду, да, это большая проблема на сегодня. Все люди ленивые, учиться не хотят. Кстати, от хейтеров своих я до сих пор получаю такие вот моменты. Ага, ты до сих пор учишься, да, а когда ж ты этот? Я говорю, подождите. Немножечко не в то время мы уже живем. Посмотрите, на сегодня дело в том, что если вы не учитесь, вы остановились. Остановились, деградируете, потому что учиться, расстроитесь вы или будете радоваться, придется уже всегда. На самом деле всегда. Поэтому сотрудники в любом случае нужны. Тем более сейчас не проблема удаленно, можно работать. Найти хороших сотрудников можно из тех же, я говорю, вот, агентств-партнеров, как я привел пример, потому что люди индивидуально выходят. Выходят индивидуально, то есть даже вот это агентство, которое разрабатывает сайты, девочка вышла, разработчик сайта, и говорит, ну, как бы на меня насели собственники, помогите мне разобраться, и опять же там все с рекламой, это я тоже им малость так визуально все подсказки сделал. И уже человек интересный, все чаще звонит, обращается, пожалуйста, немножко идет коммуникация, и такие люди, возможно, станут вашими сотрудниками в дальнейшем, которые поверили, или помощь вас в вашем нужный момент оказалась, или еще как-то работает хорошо. И вот я еще тоже добавлю из своего опыта, опять же, подписчикам, кто стоит на пути создания собственного агентства. Запомните, самый лучший сотрудник – это не звезда, которую вы нашли на Work.ua или Работа.ua, у которого 100 лет опыта и кучу медалей, и он хочет кучу денег. Самый лучший сотрудник – это человек, с которым вы уже в каком-то прошли бой, прошли какой-то проект, сайт, что-то прошли, и вы чувствуете, что вам с ним по пути, у вас есть ценности. Обучить человека, если у человека уже есть ценности, обучить его техническим навыкам с помощью даже тех же AI-технологий вот так. Но наоборот, какие бы у человека знания, навыки не были, но если вы не совпадаете по ценностям и это не ваш человек, это невозможно перестроить. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнером. Мои ученики-предприниматели со всего мира уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть $5 миллионов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной. Валер, а подскажи еще, вот интересно, ты рассказывал, вот ты всегда был в таких, в тяжелых, железных, будем так говорить, бизнесах, там, пиццерия, мебель, полимерные материалы. А когда вот произошло понимание такое, что вот этот да, квантовый скачок из мира оффлайн в мир онлайн? Это, наверное, как свалиться с Луны. Ну, по ощущениям. По ощущениям. Потому что перестроиться, ну, смотрите, человек такой советской закалки, да, воспитанный на вот этих шаблонах тех примитивных и всего остального, и когда мир поменялся, и на глазах это происходит, жалко упустить возможности. Но я еще, наверное, лет в 35 задумался, что я не так как-то живу, но нужно что-то менять, но еще не знал как. Потому что, ну, уже если такое захотел, тогда попадались уже учителя на пути. Как говорят, это китайская есть мудрость, да, когда ученик готов, приходит учитель. И вот тогда хорошие учителя попадались, вот один из них, Игорь, спасибо большое. Вот именно, кстати, здесь перестройка моих мозгов пошла, ну, в правильную сторону, и очень быстро. Я не знаю, как это переключать. Я этой грани, если честно, не увидел. Меня многие даже не слышали. Они думали, что я где-то оторвался, и ну, что-то с ним не то. Пора его в палату номер 6 списывать уже. И тогда началась очень быстрая смена, и уже не один раз в жизни, своего окружения. Очень такая хорошая, наверное, практика, методика или этот самый.
Приходят в жизнь тогда новые люди, и прекрасно это все работает. Сейчас получается, что мои однодумцы и сотрудники – это дети моих друзей детства там или еще чего-то, которые меня через многие годы сейчас находят там по телефону: ты где, чем ты занимаешься? И как бы вот у меня дочка там, вот у меня сын сейчас вот этим увлекается, как бы это, я говорю, давайте их мне, я их сейчас испорчу. Ну, как бы, так, ну, шутка. Да, то есть на правильный путь поставлю. И как бы вот мне даже приятнее с молодежью такой продвинутой общаться, чем даже некоторые вот какое-то среднее состояние вот этого общества, или как это назвать. Ну, э, тем более вот когда у нас появился, как его называют все, искусственный интеллект, да, в нашу жизнь вошел. В 2003 году примерно это такой массово, да, этот наплыв пошел как-то так, или когда это все происходило? Ну, в 23-м, да, наверное. Да, в 23-м. Массово начали вот эти вот эксперты из Инстаграма лезть со своими курсиками по вот этим. Мы вас научим, системно бизнесы построим. И все сходилось на том, что они показывают, ну, кто в прямом эфире, кто по урокам, как создать картинку, как создать видео там для рилса, там еще что-то. Мы вам еще в придачу нагрузим 100-500 промптов, вам чат-ботов прикрутим на этих агентов на все случаи жизни. Вы ничего не будете делать. Вы только на диване даже не будете сидеть, а лежать, пиво пить, а деньги будете собирать. Это бред, конечно. Полнейший бред. И просто так и хочется у этих мамкиных бизнесменов спросить: а где вы были в 1958 году, когда группа ученых уже работала над этим, то, что вы называете сейчас искусственным интеллектом? То есть это вообще не знаю. Кстати, ходите к Игорю на лекции, на все. Была. И потом, значит, такой перелом. И тут выходит Игорь с такой, как с заявлением таким, или как можно сказать, или не заявлением, ну, для меня показалось это так. Говорит: я разобрался во всех этих моментах, подошел с научной точки зрения, и сейчас вам выкачу несколько продуктов своих. Было так интересно. И у меня такая ассоциация, это когда вот 20 лет назад Стив Джобс вышел, да, и сказал: сегодня Apple собирается заново изобрести телефон. Ну, все такие, раз там, и у нас телефоны, да, там, и все такое. Стив Джобс еще раз повторил: компания Apple собирается выпустить новый телефон. Все. И с этого момента стала эра Apple, техники Apple, все. Вот примерно то же самое произошло. Игорь, конечно, удивил. Я же говорю, все вот эти от простых этих протоколов, но они не простые. На самом деле они очень выворачивают все наизнанку. Кстати, очень интересный продукт, Игорь, у тебя вот этот, за него, может быть, где-то надо и отдельно рассказать, который 28-дневный протокол, этот А, Gnosis протокол. да, это бесплатно, друзья. Даже ссылку размещу под этим видео, кому интересно. Расскажи, да, Валер, Да, свой. да, есть группа в этом, в Телеграме. Честно, я его с первого раза не мог. Вот я не знаю, кто как отзывы дает. Я его с первого раза не мог делал несколько заходов. Пока я парадигму свою не перестроил, пока вот это я все не вытащил, все вот эти вот крючки, занозы, это жестко. То есть фактически люди, услышите, это второй психолог. Только тот психолог, если кто обращался за услугами к этим психологам, да, и психологиням, которые вас там по головке гладят, рассказывают: ты сильный, сильная, ты все сможешь, давай. Выходите после сеанса, крылья выросли, хочется мир спасать, а потом накрывает. Здесь из вас делает все это программа, это человека, это действительно. И я так понял, Игорь, сейчас усовершенствуешь, да, вот этот биохакинг, эту Да, систему. будет вторая Расскажи, версия. пожалуйста, немножечко вот расскажи, мне интересно, как Окей, попасть да. туда и все. Я тогда всем расскажу. Друзья, вот в чем как бы идея, за которую Валера говорит, в том, что искусственный интеллект это не искусственный интеллект на самом деле. Не существует искусственного интеллекта. В 1956 году была такая Дортмундская конференция, когда ученые математики изобрели систему распознавания закономерностей и попытались Джону Рокфеллеру продать этот проект, чтобы получить деньги. А он сказал: мне неинтересно платить за систему распознавания закономерностей. Это скучно. Они посовещались и говорят: как нам назвать так, чтобы получить деньги. И один из них говорит, Джон Маккарти, говорит: а давай назовем искусственный интеллект. Они приходят к Джону Рокфеллеру, говорят: дай денег на искусственный интеллект. И он дает денег. И вот с тех пор закрепилось название искусственный интеллект. До сих пор это система распознавания паттернов, на которую правильным образом нужно ориентироваться. То, о чем говорит Валера,
Это система, я потратил на это огромное, где-то полгода. Я собрал все научно верифицируемые, ну, я ж не психолог, я ж не могу как бы людей лечить. Поэтому я собрал все научные достижения в психологии за последние 100 лет. Зигмунд Фрейд, Павлов, Канеман, поведенческая, все возможные, там больше сотни школ психологии. Собрал их в единую кучу, обработал, дедуплицировал, убрал лишнее. И на основе вот понимания другими психологами, как работает мозг, я собрал программу. Это мой вклад в мир, она абсолютно бесплатная, свободно распространяется, называется Noesis протокол. Это своего рода домашний психолог. Ты промпт копируешь, вставляешь в чат GPT, он задает тебе вопросы. И в конце тебе говорит, вот такие... И так 28 дней подряд. Копируешь промпт, отвечает на вопросы. И потом он тебе начинает говорить просто вещи, которые ты не то что никому-то не рассказывал, вещи, которые ты сам себе боялся признаться, которые ты вот там они где-то сидят, ну как-то признаться. А знание этих вещей делает тебя свободным. И вот. И самая большая проблема этого Noesis протокола оказалась, что он самый большой, что он очень большой. Вот то, что говорит Валера, больше половины людей не прошли его даже на треть, потому что это огромная работа над собой. Я сейчас делаю вторую версию, я применяю принцип Парето, какие я могу оставить 20%, чтобы протокол занимал не 28 дней, а 5 дней. Какие 20% дадут мне 80% результата от 28 дней. Следующая версия будет где-то 5 дней, 80% результатов. Где-то, я думаю, через месяц я наконец-то, я просто полгода работаю над ней, очень, поскольку это бесплатный проект, который я дарю, я свободная, на выходных в основном работаю, поэтому скоро будет, друзья, следите, особенно в Фейсбуке, я буду делиться за обновлениями. Валер, а подскажи еще, мне нравится вот твой такой подход, знаешь, оптимистичный, что караван идет, собаки лают, караван идет. Я просто, в свою очередь, у меня было много учителей, которые мне говорили всегда, когда там хейтеры появляются, кто-то тебя за пятку укусить пытается, что собаки лают, караван идет. Люди любят плевать в спину успешным. А какое твое видение вот на ближайшие годы вот себя как предпринимателя? Как ты собираешься расширяться там, вот какие направления брать? Вот что ты видишь, где есть деньги, короче, для бизнеса, для тебя? Ну, во-первых, деньги, они на самом деле есть, и они есть везде. Это не оговаривается. Просто как бы кто ни говорил, когда приходят даже плохие времена, люди все равно изыскивают какие-то средства. Всегда так было. Почитать историю, почитать все. Поэтому видение масштабирования, что я даже, может быть, это не конечная моя точка, Днепр, может быть, я перемещусь еще какой-то там понравится мне город или, может, даже страна, где я могу точно тоже сделать. Также для начала поставить на карты агенцию свою, да, и также найти, если не сотрудников, то как бы людей, которые в одну сторону смотрят, и создать то же самое. То есть это вообще не проблема. Ну вот, допустим, сейчас у меня отзыв на том же, на тех же, на Google профиле есть из Винницы. Казалось бы, локально зарегистрирован в Днепре, из Винницы есть, со Львова есть, из Киева есть. Как бы просто Google не позволяет охватить весь мир. Ну, то есть тебя или забанят, или... Поэтому таких локальных точек я могу наделать много, и клиенты будут приходить, какая разница. Вот сейчас на сегодня я работаю с клининговой компанией, и это юридическая компания международная, у которых филиалы в нескольких странах. Очень интересный проект, практически с нуля. Люди сразу въехали в эту тему. Все, что я им сделал, у них долго было объяснить теперь нам, как этим пользоваться. Я говорю, сами перечитайте несколько раз все, что я им выдал. То есть, полностью весь фарш. AI-центр управления маркетингом, нейромодели клиентам, то есть весь бизнес фактически под ключ. Все, они уже меня включили, не спрашивая меня, партнером своим в роли маркетолога. Все, ты с нами, определили мне с выигранных там дел проценты даже какие будут, все, ничего, я от них вообще ничего не спрашивал, ничего не это. Выполнил работу, мне заплатили, и все, теперь они считают меня своим партнером. И представляете, сколько теперь может быть таких партнеров в разных бизнесах по миру. Вот масштабирование, вот деньги, все.
однажды создав людям систему, ей можно постоянно корректировать, управлять и все, ну, помогать, это несложно. Поэтому это вот как рекламу настроили мы, все работает, не мешаем, только периодически заглядываем, как бы следим, нет ли каких-то там сбоев или еще чего-то. То же самое, вот как на Google 100%. картах у меня было. Один раз людям настроил, все, пожалуйста, получай деньги каждый месяц за это, что оно все работает. И вот Если люди предлагают условия определенные, ну, то есть за них там делать отзывы, эти, это отдельная тема. А так, я же говорю, работы на самом деле в онлайне на сегодня, ну, просто очень много. Кстати, упомяну сейчас, оказывается, мы вот из-за Игоря, да, вот эти все ученики его попали в интернет веб 4.0, да, есть такая система. да. Когда я пришел к Игорю в школу, это было 2022 год, примерно в этот период у меня были знакомые звонки: Валера, ты чем занимаешься? Ну, так и так, вот как бы у хорошего человека хорошим вещам учусь. Что-то это, я не хотел бы сейчас просто вот новые технологии, Web3, интернет Web3, если ты сюда не успеешь, то все, ты завтра уже все опоздал. Хорошо, говорю. Проходит время, сегодня, оказывается, Игорь нас втащил в это, Web 4.0 уже есть, и те Web 3.0, ну, немножко объясню, Web 4.1 это были компьютеры обычные, которые заменили печатные машинки, скажем так, пользовались тогда ими так. Потом следующий этап Web 2.0 это соцсети пошли, да, вот это вот все такое. Кстати, тоже мимо меня это все прошло. То есть я называю периоды, которые мимо меня все проходили. И Web 3.0 тоже мимо прошло. Это та же криптовалюта. Ну, ребята, по-простому просто. Это время криптовалюты. Все, оно схлопнулось. Да. На сегодня технологии новые, AI и все остальное. Поэтому успейте теперь вы сюда. Я так всем 100%. говорю. Я сам не подозреваю уже здесь. И вот за этим именно будущее. Вот. Ну, я же говорю, еще раз хочу такую благодарность вынести от себя лично. Спасибо, Скорее Валерий. всего, даже и не против будут ученики Игоря. Во-первых, школа – это не просто научить чему-то, там получить какую-то профессию или какие-то навыки приобрести, все, следующий. Нет. Здесь человек приходит, остается навсегда. Перестройка мозгов идет, очень серьезная. Фактически я вот по шопу идет все рекомендации Игоря. Я несколько раз вебинары различные переслушиваю, новые вещи нахожу. Все, что я рекомендую, кстати, книжку я долго искал, потому что в чате в нашем, да, учеников, кто-то из Казахстана обратился, кто в Украине, говорят, у вас можно эту книгу найти. Это вот такая книга, она сейчас у меня настольная, которую Игорь посоветовал всем. Контекст Перри рекламы, которая Маршалл. работает. Да, Перри Маршалла. И второе такое руководство, она у меня в PDF-формате в электронном виде. Это тоже книга Перри Маршалла, 80/20 в маркетинге. Это, да, как это называется. Да, кстати, прошу не путать с этим, с Ричардом Кохом 80/20. Есть у Да, него такой принцип 80/20. Да, это немножко разные вещи. И вот эта магическая цифра, Игорь, даже как-то, наверное, ну, я лично на нее присел. Вот 80/20 у Игоря сейчас идет во всех, буквально да. в продуктах. Вот сейчас он тоже упомянул, что новый хочет создать продукт именно 20% усилий, чтобы делал 80% результата. Прекрасно работает. И, кстати, прекрасное такое авторское произведение Игоря. Это его книга «19 секретов Google рекламы». Обалденно. Я ее приобрел, не сразу к ней пришел почему-то, как говорят, на полку положил, да. На сайте можно приобрести, издано на украинском, русском, английском языках. Спасибо, И Валерий. поправь, Игорь, пожалуйста, на Амазоне она есть, по-моему, в бумажном Да, варианте, да? на английском. Ты прям На английском. маркетолог, продаешь меня сегодня все интервью. Нет, дело в том, что, ребята, возьмите эту книгу, перечитайте. Кто ее просто взял и не прочитал, вы, наверное, полжизни потеряли. Это, кстати, все туда же, в эту копилку исправления, это самое, мышления. Хочу добавить про вот новую вот эту эру, которая уже возникает. Мне посчастливилось учиться в Кембриджском университете сейчас и с одним из выдающихся умов по искусственному интеллекту. И самый главный вопрос, который мы обсуждали несколько дней, это профессор Кембриджского университета, он автор бестселлеров New York Times, и
Что будет, вот вопрос как бы такой фундаментальный, когда искусственный интеллект, когда роботы заменят половину людей, а вторую умственный труд искусственный интеллект. И он говорит, останется то чистое, кто вы и как вы мыслите. И самое ценное в мире станет не что вы умеете, что вы знаете, а насколько вы глубокий человек, насколько с вами, другим людям, глубоко общаться, находить секреты, не секреты, а находить инсайты, находить какие-то точки соприкосновения. То есть модель и способ мышления, это станет наивысшей из ценностей уже в ближайшее время. И вот это то, что меня поразило, потому что он предсказал, и я уже сейчас это вижу, расслоение мира на две категории. 5% людей – это люди, которые сохранят способность глубоко мыслить, а 95% людей, к огромному сожалению, это уже зафиксированная болезнь ментальная, которая называется интеллектуальный диабет. Когда люди не теряют способность мышления, делегируя мышление полностью чату GPT. И вот я чувствую, что следующее, что нам, людям, нужно сделать, думающим, это усилить свой мозг и дать возможность себе думать еще глубже. И, Валер, вот резюмируя вот все, о чем мы поговорили, вот мы уже там 40 минут разговариваем, и нас до этого момента, я уверен, смотрят самые такие думающие люди, которые между строк умеют читать, которые чувствуют, что в каждом слове, вот, которое мы произносим, есть какая-то ценность. Дай совет не массам, не тем, кто по хайпу прыгает, а дай совет людям, которые вот наше интервью досмотрели до этой 40-й минуты. Из своего богатого жизненного опыта. Что они могут сделать уже вот завтра, послезавтра, чтобы стать счастливее, богаче, успешней, развитей? Ну, во-первых, посмотреть на AI в другом ракурсе. Это, как уже правильно Игорь сказал, это система распознавания паттернов, а не какой там ИИ. Вот. Начать именно вот с этого протокола, это то, что действительно вас поменяет в жизни. Если вы предприниматель и вы хотите дальше развиваться, свой бизнес вывести на первую позицию, именно как вот есть статистика, да, из 10 предпринимателей, которые там в ФОПе зарегистрировались, 9 закрываются через какое-то время, просто кто-то раньше, кто-то позже. Вот смотрите, что произошло со мной. Я начал вообще с узкой ниши, да, с этих локального бизнеса Google карт. И когда я пришел на воркшоп AI-система маркетинг, я пришел с запросом просто усовершенствовать эту нишу, как бы там ее облегчить, работу в ней и меня эта система привела сначала, следующий этап – это завернуть во франшизу и прийти к маркетинговому агентству. После воркшопа я сел и еще дважды переделал это все, полностью всю систему построил, полностью получил весь план действий, масштабирование, засунул еще для уверенности в Deep Research, промониторил анализ, полностью сделал Украины, стран Европы в этом направлении. Вот так вот возникла идея создать агентство. На самом деле это совсем не сложно. Агентство, слово, если меня раньше пугало, я сейчас думаю, елки какая-то, почему не начать было сразу с этого? Вот, поэтому, здесь единственная проблема предпринимателей, у них нет времени никогда. Вот при работе с клиентами, да, что я заметил, что самое сложное – это вытащить информацию из головы предпринимателя. Вот, работали мы над системами, да, маркетингового, сколько компаний, сколько клиентов было. Большая сложность. То есть люди не могут на некоторые вопросы ответить не потому, что они секретные какие-то, а из-за того, что они реально сами не могут ответить на вопросы своего уже бизнеса. И вот такая самая у них разочарование идет, когда человек осознает или понимает, или видит, что он выполнял не свою роль в своем бизнесе. Это просто трагедия такое, чуть ли не обрушение иногда у людей происходит. Ни один за это не поругал, все наоборот сказали спасибо. Если кто-то фиаско потерпел, говорит, теперь я знаю, где мои деньги и как я быстро возобновлюсь. Или там еще какие-то примеры. Поэтому эти продукты, ребята, это просто, я не знаю, я честно,
закрыл бы или не разрешил этим Фейсбуком или как Инстаграмом вот этих всех показывать креативщиков. Ну как вы хотите картинкой мир удивить? Вы же не картину мира создаете, какой-то креативчик, который не работает. Ребята, на самом деле работает контекст. Вообще вот эти картинки и видео, ну, не работает. Я не веду соцсети по простой причине, потому что, во-первых, у меня нет времени, не хочется тратить на это время абсолютно, потому что, тот же Инстаграм, да, он не продвигает экспертный контент. Если вам нужно, да, чисто для лайков, пожалуйста, для охватов каких-то, ну, самоудовлетворения такое получите, не больше. Клиентов вы не получите. Если сейчас кто-то будет возражать, да я только через Инстаграм и получаю клиентов, пожалуйста, значит, вы не знаете других способов, как говорится, и продвижения, и рекламы, и все остальное. Поэтому, во-первых, первое, что начинайте, это с Google рекламы, потому что все равно на сегодня Google это 90% рекламы. Google о бизнесах знает больше всех на 90%. Кстати, моя первая ниша Google карты, именно чат GPT берет информацию с Google карт. Поэтому, если вы даже в искусственном интеллекте будете искать какой-то там объект, вы получите все равно благодаря Google картам, не какому-то там искусственному интеллекту. И, значит, следующий этап, вот Игорь, наверное, объявит, потому что не хочу забегать наперед, потому что пусть сам автор об этом скажет, будет практикум проводить живой совсем скоро по этому поводу, да, чтобы нас видели больше, клиенты искали. Вот такой вот момент. Если так можно, Игорь, вкратце в 2 словах об этом. Да, да, друзья, будет вот сейчас уже стартуем, скоро старт, практикум клиента из AI. И это тоже у меня был путь, поделюсь, путь длиною, наверное, в 2 года уже, когда я понял, что я хочу, чтобы меня сначала рекомендовали ChatGPT Gemini. Я скупил все возможные курсы на английском языке, которые я вообще нашел по этой теме. И не то, что 99, 100% оказалось полной хренью. Ну, вообще ни о чем. И большинство вот этих кричащих видео, которые мы там на основе, вот последний хайп, возможно, слышали, ну, кто в англоязычном рынке вращается, Reddit это источник номер 1 цитирований ChatGPT. Если вы в Reddit, есть исследования, все слушают хайп, но не читают научные статьи. Есть научные статьи в журнале American Marketing, американский маркетинг, где проводили исследования. Reddit влияет на 1%. На 1%. То есть, знаете, почему вам рассказывают, что он влияет сильно? Потому что его продать легко, как курс, как услугу. Мы тебя продвинем на Reddit, а это на 1% влияет. А есть, я последний год изучаю патенты Гугла, кого Google нанимает в команду, требования, дарю для предпринимателей источник инсайтов. Это анализ сайта с вакансиями больших корпораций. Если проанализировать сайт с career Google.com и посмотреть, кого они нанимают, программистов, и они в вакансиях пишут, он должен уметь работать с такими-то технологиями, такими-то... Это же значит, что внутри у них стоят эти технологии. Ты собираешь по крупицам это, собираешь патенты, собираешь... Суды против Гугла были, где прямо на здании суда на экране их алгоритмы показывали. И это в открытом доступе на сайте Министерства юстиции США. Я все это по микрометрам собирал, и картина оказалась совсем другая, не та, которую все кричат, что надо делать. Нужно делать немножко по-другому, и будет результат. И вот об этом будет следующий воркшоп, какие 20% действий реально влияют на 80% результата, чтобы ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity рекомендовал вас. У нас вышло невероятно крутой разговор, и обращаюсь сейчас к друзьям, к нашим подписчикам. Если у вас, может, там с Валерой хотите... У нас, кстати, часто партнерства классные возникали после интервью, поэтому мы выложим на... ссылку на какую-то из соцсетей Валеры. Если будут какие-то к нему вопросы, предложения, идеи, пишите в комментариях под этим видео. Я думаю, Валера найдет 10 минут ответить вам, если будут такие вопросы. И, Валер, спасибо тебе большое, что пришел. Очень душевный разговор получился. Ну да, потому что вот сейчас на сегодня как обстоят дела? Помните,
знаменитую фразу Билла Гейтса, да, если вашего бизнеса нет в интернете, значит вас нет в бизнесе. На сегодня можно перефразировать, если вашего бизнеса нет в AI, значит вашего бизнеса не существует. Примерно так. Ну и вот напутственное такое слово все-таки всем предпринимателям – это брать и делать. Как Чингисхан сказал, да, боишься – не делай, делаешь – не бойся, а сделал – не сожалей. Поэтому лучше пожалеть, что не получилось, хотя я думаю, сегодня у всех все получится прекрасно с такими технологиями, с такими продуктами от Игоря. Я же говорю, сейчас вот включу еще в свое агентство две новых такие услуги. Я вот прохожу курс, я уже упомянул, AI-интегратор, да, это такой созданный Игорем продукт курс в партнерстве с Иваном Зимбицким, да, в проекте AI-синдикат. Фактически ребята создали профессию, которая еще не существует. Она сейчас только будет. Я сейчас уже включу в это услугу в это агентство, и, пожалуйста, такого, как с полным заявлением таким смелым выйду, скажу, ни у кого такого нет. Как вот говорю, так как 100%. рекламу я вам настрою, так не настроит никто. Все думают, что он такое несет, что он городит. Я говорю, по секретной системе смогу, потому что единицы в мире такое умеет. Все. И это работает. Это Да, работает. это работает. Друзья, поэтому только вперед и увидимся с вами в следующих интервью. Всем пока.